Смотри, какая прелесть. Собрали клубнику и идем готовить компот. Всем привет! Сегодня готовим компот. Компот из клубники. Клубники в этом году много, лето жаркое. Вот я сорвала ягоды, привезла с дачи клубнику. Вот. И первое, что мы сделаем, это мы ее помоем. Вот эти хвостики все оторвем и положим сушиться, так как для компота нам нужна будет сухая промытая ягода. Клубнику намыли, она сохнет у нас, клубника. И теперь мы приготовим по количеству баночек колечки лимончика. Вот эти я, наверное, отложу, не буду использовать, а вот эти вот красивые, самые вот такие. Здесь можно даже с косточками пойдут. Вот у меня примерно приготовлено там банок 5. Раз, два. Вот я приготовлю 5 колечек. Вот. Все приготовили. Теперь мы стерилизуем банки, кипятим крышки и ставим кипятить воду. Воду берем простую из-под крана и примерно рассчитываем объем того количества компота, которое у нас получится. Воду поставили на огонь. Нам надо ее довести до кипения. И теперь в это время, пока у нас вода закипает, мы будем раскладывать наши ягоды по банкам. Вот я приготовила банки. Они у меня уже стерилизованные. Я их стерилизовала на кипятке и обработала крышки. Ягоды раскладываем. Ягоды раскладываем я всегда ориентируюсь на 1/3. То есть я никогда не меряю по количеству, по весу. Я всегда смотрю, чтобы ягод у меня было где-то 1/3 банки. Не меньше, потому что если будет меньше, аромата в этом компоте никакого не будет. Цвет, может быть, он и останется, но аромата в компоте уже не будет такого, какой нужен. Ягоды желательно использовать, чтобы они были красные не только снаружи, но и внутри. Тогда цвет такой будет очень красивый. Вот где-то баночки, вот 1/3 мы накладываем ягодок. В 3-литровых банках я готовить компоты не люблю, потому что 3-литровая банка сразу не выпивается, а компот вкусный, когда его только что откроешь, охладишь предварительно, да, охладишь, и с удовольствием зимой попробуешь вот этого клубничного компотика. Вот покажу. Даже чуть-чуть побольше 1/3, но этого достаточно. Лучше больше, чем меньше. Так, теперь мы ложим в каждую баночку по дольке лимона. Лимон я помыла, порезала по дольке лимона. Так, и теперь нам надо залить эти банки до самого горлышка водой кипяченой, таким крутым кипятком. Накрыть крышкой и подождать минут 15. В целях безопасности, чтобы у нас банка не лопнула, я всегда ложу металлический туда предмет. Ну вот ножик положила. Он должен обязательно касаться стекла.
заливаем пол чашечки кипятка. И вот так пытаемся, вот так вот поворачиваясь, пытаемся согреть банку, чтобы она у нас текло, согрелась. Ну а теперь можем в нее доливать до конца кипяток. Теперь мы по банке просто закрываем крышками. Не закрываем, а накрываем. И вот 15 минут они у нас будут просто вот так вот накрыты крышечками. Ягоды у меня крупные. Если ягоды не такие крупные, лучше такую крышечку поменяю с клубничкой. Если ягоды не крупные, можно не 15 минут, а всего лишь 10 выдержать. Это зависит от ягод. Прошло 15 минут. Крышку мы меняем с дырочками. У всех, наверное, такие крышечки есть для слива. И переливаем все это в одну общую кастрюлю. Пока мы все это сливаем, аромат идет землянично-клубничный, вкуснятина. Пока мы все сливаем, мы считаем, сколько нам сахарного песка сюда надо добавить. Сахарный песок мы добавляем из расчета на 3-литровую банку. Вот пока пластмассовую крышку убираем, а вот это опять закрываем. Закрываем пластмассовой крышкой и сливаем. Так, возвращаемся к песку. Сахарного песка из расчета на 3-литровую банку готового компота 1 стакан без горки сахарного песка. Поэтому, если у меня вот банки 1,5-литровые, соответственно, пол стакана сахарного песка на одну банку. У меня под роликом будут эти пропорции все написаны. Два с половиной стакана сахара добавили. Ну, так маленько перемешали его. Он все равно растворится. И доводим до кипения. Здесь не обязательно кипятить воду. Первый раз мы хорошо ее довели до кипения и кипяченую воду разливали по банкам. Теперь она у нас уже кипяченая вода. Поэтому мы сейчас ее просто доводим до кипения. Как только она будет у нас начинать закипать, мы будем разливать ее по банкам. Так, довели до кипения. Теперь мы будем это все заливать обратно в баночку. Банки у нас еще не успели остыть, поэтому они горячие. Нужно не бояться все это заливать. Эти банки у меня закатывающимися крышками, поэтому в это время у меня уже поставлены крышечки на огонь. И буду закрывать горячими крышечками жестяными. За счет песка объем увеличился сиропа, и поэтому можно не бояться, нам сиропа хватит до самых-самых вот этих краешков. Вот все, крышечкой горячей закрываем и закручиваем. Приготовили компот. Вот такой компот получился на зиму. Должен быть ароматный, вкусный. Зимним вечером открыть баночку компотика холодненького. Ну уж очень вкусно. Готовьте, подписывайтесь на мой канал, ставьте кучу лайков. До новых встреч. Будет много еще интересного.